метро, грязными улицами. Короче, идите лесом. Погреться во Флориде нам не удалось. Вы даете банку свои деньги. Я говорю как можно медленнее. Нетолерантные. Здрасте. Мы будем тут жить теперь. На каких-то птичьих правах находится тоже в стране. И всего боятся. Друзья, всем привет. Сегодня ровно месяц, как мы эмигрировали в США. Честно скажу, он реально прошел незаметно. Было столько событий. Сегодня как раз хочу про них рассказать. Наша иммиграция в США началась, как и у многих иммигрантов, с Нью-Йорка. Мы летели из Алматы, весь полет занял почти 24 часа. Сначала был перелет 5 часов до Дохи, там мы походили, побродили по аэропорту. В тот день как раз был финал чемпионата мира по футболу. Аэропорт Дохи прям огромный, представляете, там есть даже парк внутри аэропорта. Дальше нас ждал почти 16-часовой перелет до Нью-Йорка. Честно скажу, у меня лично было скептическое мнение насчет этого города. Я не представляла, что смогла бы тут жить. Я вообще не причисляю себя к городским жителям, но Нью-Йорк со своим грязным метро, грязными улицами, бомжами на улице и городскими сумасшедшими меня вообще не воодушевлял. На деле я влюбилась в этот город с первого взгляда. Мы практически не встретили мусора на улицах, как и бомжей, зато тут просто потрясающей красоты архитектура, куча очень красивых, необычных зданий, большое количество лофтов. Также меня поразило большое количество достопримечательностей, общественных пространств, мест, где хочется находиться и проводить время. Первой нашей достопримечательностью стала, конечно, Статуя Свободы. Нам очень понравился музей на территории острова. Остров сам по себе очень маленький, его можно обойти за 5 минут. Сделать фото у статуи, полюбоваться на Манхэттен со стороны. Но из-за большого количества людей, туристов, поездка к Статуе Свободы занимает практически целый день. Надо стоять в большую очередь, потом еще всех проверяют на входе, как в аэропорт. Еще постоянно дует ветер с моря, а зимой это очень холодный ветер. Но все это забывается, когда ты стоишь и смотришь на Статую Свободы, и понимаешь, что ты в США, в свободной стране. Особенно сейчас, когда в нашей стране, в России, происходит весь этот беспредел, ты особенно остро ощущаешь эти трепетные чувства. Еще за несколько дней нашего пребывания мы успели посмотреть Чайна-таун, пообедали тут огромными порциями с лапшой и открыли печеньки с предсказаниями. Зашли в Центральный парк, тут прям очень много белок. Конечно же, доехали до Бруклинского моста, Таймс-сквер, конечно же, ночной Таймс-сквер. Это вообще какое-то магическое место. Оно прям пропитано энергетикой большого города, энергетикой денег, чего-то такого глобального, мощного. Тут прям можно стоять и зарядиться на успех. Еще мы успели прокатиться на фуникулере, зайти на Челси Маркет. Это, можно сказать, фудкорт с магазинами, расположенный внутри старинного здания. Раньше тут была фабрика. Прошлись по парку Хайлайн. Необычное, кстати, очень место. Парк сделан на бывших путях. Идешь по неширокой дорожке вдоль здания, и с одной стороны современная архитектура, с другой стороны старинные здания. Я получила огромное удовольствие. Очень захватывающим вечерним времяпрепровождением у нас стала смотровая площадка Edge. Тут даже есть кусок прозрачного пола. Еще было бы народу поменьше, вообще было бы супер. Провели мы в Нью-Йорке несколько дней, как туристы, и наконец-то отправились в тепло, во Флориду. Да не тут-то было. Пережил самую холодную ночь во Флориде. -6. Вы не замерзли? Замерзли чуть-чуть? Ножки замерзли. Сегодня Рождество, 24 декабря. Не замерзла. У нас работают, возможно, один кондиционер на тепло, 2 ветерка. Казалось бы, солнце, пальмы, но на улице, наверное, градусов 5 тепла. Кто бы мог подумать, что мы приедем во Флориду и будем тут мерзнуть. Да? Ты мерзнешь? Да вообще ужас. Ехали греться. Греться, да, мы приехали, кстати, правда, греться.
Ну, в общем, вы поняли, что в первые дни погреться во Флориде нам не удалось. Наоборот, в доме, не рассчитанном на минус, было очень холодно. Мы временно остановились в Джексонвилле. Это город на севере Флориды. Первым делом мы пошли покупать симки. На 4 человек наш тариф с безлимитным интернетом составил $100. Нам предложили сделать prepaid за 2 месяца и дали в подарок телефон. Сегодня такой у нас более-менее активненький денечек. Хотя бы купили симки. Но нет, кстати, мы купили симки, еще мы купили подарок, потому что нас пригласили на рождественское мероприятие, и мы еще пойдем на это мероприятие. Да, но не успели на почту. Но успеем в понедельник. Не успели мы приехать в США, а нас уже пригласили соотечественники отпраздновать Рождество. Я считаю, такими возможностями нужно обязательно пользоваться, потому что когда ты один в чужой стране, знакомые, которые тут уже давно, могут оказаться очень полезными. Ну и где-то еще в Америке поешь оливье, как не на русском праздновании. Но и без американской традиции тайного Санта тоже не обошлось. Нам достались в подарок термокружки, которые были очень кстати. Еще у нас был первый поход в Ламбри. Оказалось, пользоваться ей очень просто. Обмениваешь бумажные деньги на монеты, на них покупаешь порошок, выбираешь себе машинку, закидываешь туда белье, выбираешь режим, оплачиваешь, ждешь. Потом перекладываешь белье в сушку, оплачиваешь, еще ждешь. Очень удобно, достаешь белье чистым и сухим, а некоторые вещи даже не нужно гладить. Арендовать машину мы в первый месяц не стали. Передвигались или пешком, или на Uber. Мы посчитали, что это будет дешевле. Uber тут по сравнению с Нью-Йорком недорогой. В среднем поездка стоит $10-12. 2 раза съездить туда-обратно до какого-то места типа почты или магазина или банка – это $20-25 в день. А арендовать авто – это минимум $40. Но и то, чтобы это сделать натура, нужно иметь кредитную карту. Наши казахские карты почему-то не подошли. Еще одним важным делом в первый месяц было оформление первых банковских карт. Мы пока не планируем арендовать жилье на долгий срок, поэтому у нас нет адреса. А для всех организаций, в том числе и для банка, нужен адрес. Адрес нужен не только по причине того, что менеджеры вбивают твой адрес в систему, но и по той причине, что на этот адрес потом отправляют вам, собственно, ваши банковские карты. Что же мы сделали? Мы пошли на почту UPS. У них есть такая услуга почтовый ящик с реальным адресом. Это, по сути, аренда ячейки, только адрес выглядит как настоящий. Есть улица, дом, индекс и номер квартиры. Но только это не квартира, а номер ящика. Кстати, когда мы пытались арендовать этот мейлинг-бокс первый раз, произошла интересная история. Мы приехали на ближайшую к тогдашнему дому почту, заходим, там девушка спрашивает, чем вам помочь. Мы ей показываем их сайт, где как раз предлагается эта услуга, почтовый ящик с реальным адресом. Она зовет кого-то, выходит бабуля, мы ей еще раз говорим, вот, дескать, нам нужен такой вот адрес. Она говорит, пойду посмотрю, есть ли свободные ящики. Возвращается, говорит, есть, и задает какой-то вопрос. Мы оба его не поняли, переглянулись, говорим, может ли она повторить. И тут она начинает на нас бузить, что мы ее не поймем, что мы должны прийти с переводчиком или с человеком, говорящим по-английски. Я ей говорю, что понимаю ее, если она будет говорить чуть помедленнее. И тут она начинает поясничать, типа, что я говорю как можно медленнее, но все равно у нее столько к нам вопросов, и мы не сможем ее понять, и она не сможет оформить нам ячейку, ведь у нее столько вопросов к нам, и типа, короче, идите лесом, но на 2 дня эту ячейку она нам может попридержать. В общем, выйдя с почты, я прям расстроилась. Я была поражена такой не клиентоориентированностью, ведь на самом деле мы пришли купить у нее услугу, принесли ей свои деньги. Она нас, грубо говоря, послала по причине того, что мы ее не понимаем. Она даже не пожелала попробовать с нами повзаимодействовать. Мы решили поехать в другой офис. Всю дорогу я переживала и расстраивалась, что все плохо, мы ничего не понимаем, мы ничего не будем понимать, что все тут такие нетолерантные. В итоге приехали мы в другой офис, заходим, там молодые ребята, 2 парня. Отстояв немного в очереди, подходим к одному из них, показываем опять их сайт, говорим, нам нужен такой вот адрес, мейлинг-бокс. Парень улыбается, отвечает, конечно, нет проблем. Ящик решили оформить на мужа. Спросили его имя, попросили ID. Муж дал паспорт, права, парень их отсканировал, спросил, для личных ли нужен ящик или для бизнеса. Сказали, что для личных. Записал адрес российский, и кажется, это все. Какие такие вопросы собиралась задавать нам та бабуля, и где мы должны были ее не понять, мы так и не поняли. Парень оформил нам все максимум за 7 минут. Муж подписал бумаги, мы оплатили $80 аренды за 3 месяца, нам отдали ключ от ящика, и мы ушли. Мораль этой истории такова. Если вам отказывают и не рады в одном месте, идите в другое. Обязательно будет
такое место, где вам будут рады, где вам помогут. Пока кроме этой противной бабки мы больше не встретили таких людей. Все очень приветливые и не шугаются того, что мы не все понимаем, что они говорят. Наоборот, пытаются объяснить другими словами. Когда у нас появился почтовый адрес и симка, было самое время отправиться в банк. Нам порекомендовали банк, где вроде бы как работает русскоговорящая девушка. Забегая вперед, скажу, что то ли она там больше не работает, то ли ее не было тогда, когда мы приходили. Но, мы пришли в офис Банк оф Америка. Заходим, стоит очередь из людей. Ни тебе автомата с талончиком, как мы привыкли, ни тебе менеджера. Постояв пару минут и осмыслив, что очередь из людей стоит в кассы, а чуть подальше на креслах сидят еще какие-то люди и ждут, а в кабинках работают сотрудники банка, и у них тоже какие-то люди сидят, мы поняли, что надо встать посреди зала и ждать, пока на нас кто-нибудь не обратит внимания. Так и произошло. Один из менеджеров, проходя мимо, спросил, чем может нам помочь. Мы сказали, что мы хотим открыть счет. Он сказал, что нужно 2 ID и типа адрес, и пригласил сесть на те самые кресла, где сидели там тоже люди. Очень скоро к нам подошла девушка с планшетом и спросила еще раз, чем она может нам помочь. Мы сказали, что хотим открыть счет. Она спросила, откуда мы сказали, что мы из России, и она сказала, что если мы немножко подождем, то мы можем попасть к парню, который вроде бы как немного говорит по-русски. Подождали мы минут 40, тот парень был занят. Потом он освободился, подошел и пригласил нас. Он сказал, что немного говорит по-русски, что его отец украинец, и он в детстве немного учил его говорить по-русски. Было видно, что парень вообще-то американец на самом деле, но, возможно, в детстве он когда-то знал язык, но почти что совсем его забыл. Тем не менее, он старался, и на полурусском, полуанглийском мы успешно открыли мужу счет. Из документов мы предоставили паспорт, права, и дали именно тот самый адрес, который недавно получили. То есть вот этот адрес почтового ящика. Несколько дней спустя мы пришли в другое отделение банка, тоже Банк оф Америка, чтобы открыть счет уже мне. Мы хотели уже открыть security credit card, решили провести некий эксперимент. Муж будет пользоваться своей дебетовой картой, и, как сказал менеджер, месяца через 3 он сможет запросить кредитную карту. Мне же мы решили сделать security credit card, и потом сравним наши кредитные рейтинги. Поймем, что было лучше сделать, открыть security credit card или подождать нормальной кредитной карты. Security credit card – это тоже кредитные карты, только с вашими деньгами. Вы даете банку свои деньги, в моем случае $200, и эти $200 являются тем самым кредитным балансом. То есть это не деньги банка, а мои деньги. При этом с этой картой я должна соблюдать те же самые правила, что и с обычной кредиткой. То есть не уходить в минус больше, чем на 20% от кредитного баланса. И погашать, конечно, вовремя и никогда не пропускать платежи. Во втором банке мне тоже открыли и дебетовый счет, и security credit card. И тоже никаких проблем не возникло с адресом. Где-то через неделю мы приехали проверить наш почтовый ящик. Самой первой пришла моя дебетовая карта, хотя менеджер говорил, что обычные дебетовые карты придет где-то через 5 рабочих дней, а кредитные через 3 рабочих дня. В итоге дебетовая карта пришла раньше и почему-то даже раньше, чем карта моего мужа, хотя ему счет мы открывали на пару дней раньше, чем мне. Еще что мы сделали за первый месяц? Мы открыли компанию на мое имя. То есть реально это делается за 5 минут. Заходите на сайт, вводите совсем немного данных. Опять же, нужен адрес, мы указали все тот же адрес. Оплачиваете $160. Сама пошлина составляет $125, но за доп. Оплату можно получить в печатном виде документы. Мы решили, что нам нужно все по максимуму, поэтому мы заплатили $160. Оформление заняло примерно неделю. После этого мы получили налоговый номер для компании ЕИН. Это как ССН для физического лица. Потом можно уже идти в банк, чтобы открыть счет для компании. И все, можно делать официальный бизнес. Мы в первый месяц открыть счет на компанию не успели. Планируем сделать это позже. Новый год мы встречали в Орландо, в парке развлечений. Первый месяц мы 2 раза сменили квартиру. Первые 3 недели мы жили далеко от моря и в доме, но дальше нам захотелось
перебраться ближе к морю, в другой район и в апарт-комплекс с бассейном, с тренажерным залом, с территорией, с барбекю. Правда, когда мы приехали, на следующий день сильно похолодало, и бассейном мы не могли пользоваться пару дней. Еще одно важное событие – нам пришли наши ССН. Нам прислал Михаил Портнов конверты, тут оставляют желать лучше. Какие-то нам бумажки наши. Вот они. Евгения Смирнова, Роман Смирнов, Дмитрий Жбанков, Жбанкова Услада, Social Security Administration. Главное, номер не показывать. Номер, конечно. Это секретная информация. Для всех прибывших агентов ЦРУ, КГБ, ФСБ. Так. Просто бумажулька. Но, Вот самое главное... Вот это что, надо вырезать? И вот твоя эта бумажка? Да. О, господи ты, боже мой, блин. Ну, просто надо запомнить. Несерьезно. А, нет, вот тут как-то вот можно чуть-чуть оторвать. А, нет, вот это все вместе отрывается. Все, вот так вот отрывается. И? Точно? Да. Угу. Вот это нахер выкидывается, вот это остается. Молодец. Ну, вот оно. ССН очень важный документ. Он требуется, чтобы оформить медицинскую страховку, чтобы получить налоговый номер для компании, чтобы получить ID. Мы прям очень ждали эти номера. Тут тоже, кстати говоря, есть интересная история. Процесс оформления иммиграционных виз таков, что когда вы еще в стране своего пребывания, то есть когда мы были еще в России, мы заполняли анкету DS-260. И в этой анкете нужно было указать адрес, на который потом пришлют наши документы, когда мы приедем в США. То есть мы живем в России, хотим эмигрировать в США, у нас тут пока нет никаких друзей и знакомых, и нам надо указать адрес, куда придут наши документы, как раз ССН и грин-карты. Как вы понимаете, это была прям проблема, найти людей, кто сможет дать нам свой адрес. Это знаете, как выглядело? Мы однажды познакомились с девушкой, она сама жила долгое время в США, и мы говорили с ней, типа рассказывали, что мы собираемся эмигрировать, и нам нужен вот такой адрес в США. Она говорит: ой, у меня столько хороших друзей, знакомых в Америке, я их попрошу, они помогут. Мы довольны, счастливы. И тут эти ее друзья говорят: пусть они нам пришлют вот кусок той анкеты, здесь 260, где написано про адрес. Мы отправляем, а они говорят: нет, тут написано, что они будут тут жить, что это адрес проживания. Я не понимаю, люди реально полагали, что мы приедем к ним и скажем: здрасте, мы будем тут жить теперь. Но это полнейший бред. Но потом мы подумали, что, возможно, эти люди на каких-то птичьих правах находятся тоже в стране и всего боятся. В общем, несколько недель мы безуспешно пытались решить этот вопрос. И как-то наткнулись на видео на YouTube. Там человек в открытую предлагал свои услуги, причем абсолютно бесплатно. Это было видео Михаила Портнова. Это наш соотечественник, он очень давно переехал в США. Он знает про такую проблему, что в анкете DS-260, еще находясь в России, нужно указать адрес, куда придут ССН и гринки. И он прямо в открытом доступе опубликовал свой адрес, которым можно воспользоваться в таких случаях. Мы написали Михаилу, спросили, актуальна ли информация. Он сказал, что да, что мы можем воспользоваться этим адресом, указать его в анкете. Так мы и сделали. И вот сейчас, когда мы уже приехали в США, когда мы уже сделали свой адрес, мы пошли на почту, купили 3 конверта, 2 конверта вложили в 3-й и отправили ему эту посылку. Получается, что ему на адрес пришли наши ССН. Он увидел, что ССН наши, вложил ССН в один из конвертов с марками, которые мы ему отправили, и просто отнес этот конверт на почту. То есть он ни за что не платил, он ничего не оформлял. Это сделали мы заранее. На почте, на конвертах уже наклеили марки, мы все оплатили, то есть это дело совсем не трудное. Он положил наш ССН в конверт и отнес его на почту. Вот и все. Зато нам, как вновь прибывшим иммигрантам, он очень помог. Золотой человек, что я еще могу сказать. В свою очередь, мы тоже решили, что будем помогать таким же людям, как мы. Пока у нас еще нет постоянного адреса в США, но когда он появится, мы обязательно тоже будем помогать тем, кто оказался в похожей ситуации, что и мы. Если вы смотрите это видео и вам нужен адрес в США для анкеты DS-260, свяжитесь с нами по почте, указанной в описании. Добро нужно продолжать. Ну и еще одно очень важное дело. Я получила ID, водительские права Флориды. Тут в Америке ID является чуть ли не главным документом. Везде спрашивают не паспорт, а именно ID.
Оно может быть без права вождения или с правом вождения автомобиля. Чтобы ID было с правом вождения, нужно сдать экзамен, тест на знание правил и тест на вождение по городу. В этом видео я не буду подробно рассказывать, как проходил процесс получения моих прав. Мы снимем отдельный подробный ролик об этом. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот так прошел наш первый месяц. Мне кажется, очень ярко, очень активно. Следующий месяц будет не менее активным. В планах получения прав у Димы, покупка авто, открытие счета на фирму и еще одно важное дело, про которое мы пока не будем рассказывать, но вы точно знаете, что нужно сделать, чтобы этого не пропустить.